Всем привет, это Алим, Меня зовут Шура. Анталия Street Jam. Давайте начинать. В этом видео вы увидите и услышите о истории Анталия Street Jam. О нашем опыте, который мы получили в этот период времени, про круги, тусовки, батлы. Также расскажем вам про людей, которые нам помогали и приложили руку к организации Street Jam. Сейчас мы находимся на скейт-площадке, где в принципе все зарождалось, и здесь очень жарко. Я из города Харьков, Украина, и первый раз в Турции я приехал в 2013 году. Я из города Симферополь, Крым. Первый раз оказался в Анталии в 2019 году. 2019 год. Как все начиналось? Начиналось все с того, что я прилетел в Анталию в 2019 году и работал на контракте, как и все артисты. Конечно же, мне хотелось тусовку, и я искал ребят, которые фристайлят. Я очень долго это искал, но нашел вот скейт-площадку, на которой все собираются. И мы объединились с ребятами и сделали переписку в Телеграме. Немного позже мы собрали большой джем, где было Человек 100. человек 100. И, соответственно, нас разогнали полицейские. Но на этой тусовке мы познакомились с Шурой. Да, я был приятно удивлен, меня добавили в этот чат. Я приехал, увидел большой сайфер, увидел много друзей. Это был успех. Сходу. Как только закончился контракт в 2019 году, я уезжаю домой. Ну а тусовка продолжается. И Да. в таком ключе все было до 2022 года, пока Алим не приехал снова. Весь период времени с 19 по 22 год мы были с Алимом на связи и думали о том, как и что можно вообще сделать хорошего в этом мире, так сказать. И в 22 году, когда он прилетел, мы начали делать дела, потому что мы хотели развивать хип-хоп-культуру, мы хотели оставить свой отпечаток и подарить людям что-то новое или то, чего им не хватает. И, в общем, пытались все делать для этого и начали строить какой-то план действий, чтобы это реализовать. да, опыт 2019 года дало четкое понимание о том, что здесь это возможно все сделать. Атмосфера в целом и количество артистов, которые приехали и приезжают в Анталию каждый год, просто этому способствует. Это уникальная, конечно, тусовка, уникальная местность. И то, что люди съезжаются со всей планеты сюда, так скажем. И это как минимум интересное общение. Плюс мы все единомышленники и все... Да, все хотят тусоваться, Любим отдыхать, одно дело. и здесь это хорошо получается, поэтому хип-хоп, он здесь был более андеграундный, более такой ночной, так скажем, потому что днем все, как обычно, или репетируют, спят, вечером все едут на шоу, а ночное время, оно было создано для того, чтобы все собирались и круто проводили время на скейт-площадке. Поэтому здесь прям джем напрашивался, и весь период, который я был дома, он, ну так скажем, идея, чтобы все собирались здесь чаще, она меня просто не покидала. Ну что, хотелось бы рассказать немного про локацию. Это вообще особенное место. Мы сейчас находимся именно здесь, где все происходило. Вот в этом месте просто собиралось огромное количество людей. Скейт-площадка, она в целом находится в очень удобном расположении от общежитий артистов. Вот, поэтому всем было очень удобно сюда добираться. И, в принципе, эта локация, она особенная, наверное, той энергетикой, которая здесь царит. Как в одном из своих интервью говорил Будда Стрейч, хип-хоп танцорам нужно больше тусоваться. И это, в общем, послужило нашим ключом, я считаю. Соревноваться это, конечно, хорошо и это правильно, но соревнования тоже со временем надоедает и цели достигаются. А у нас была тусовка, и мы каждый раз отдавались на полную. Мы проводили джем каждую неделю, и время от времени мы проводили контесты и батлы. Несколько раз это заканчивалось тем, что нас закрывала полиция,
И мы со всем этим накалом должны были куда-то уйти и все эти наши финалы и ожидания перенести. И мы решили с этим на один день покончить и провести нормальный фестиваль с диджеем, с судейством, местом, призовухами и всеми этими моментами. Да, то есть идея проведения фестиваля, она в принципе была изначально сделать большой фестиваль, чтобы всех объединить. Мы потихонечку к этому шли, и я думаю, что учитывая здешние обстоятельства, получилось достаточно неплохо. В начале июня мы вбили сразу дату проведения фестиваля, это было 2 июля. Мы выложили информацию, ну и, собственно, все уже были в ожидании. Но на протяжении всего периода мы также проводили джемы, и, в принципе, у нас получилось за короткий срок донести до людей, что у нас впереди офигенная туса с крутыми судьями, диджеями и МС. Особенность в целом фестиваля в том, что ты находишься за границей, и, в принципе, это намного усложняет работу в организации. Те люди, которые организовывали фестивали, они прекрасно знают, что это нелегкий труд для того, чтобы всех собрать. Но учитывая то, что мы знаем в принципе неплохо турецкий язык и английский, нам было, конечно же, легче это сделать, найти локацию, найти все условия для того, чтобы провести фестиваль. Также за 2 недели до фестиваля приходит информация, что B-Boy Fund оказался в Стамбуле каким-то образом. Я связался с ним, это человек, который живет в том же городе, в котором и я, из Симферополя. Ну и, конечно же, я с ним связался, и ему понравилась идея приехать на фестиваль и посудить Power Move Contest. Да, от Power Move Contest мы ожидали многое, потому что здесь десятки команд, и в этих командах по несколько пауэрмувщиков. И чтобы устроиться на работу пауэрмувщикам, надо кое-что уметь. И мы рассчитывали, что придет куча народу и покажут крутой пауэрмув. И из-за того, что Фунт здесь, все его знают, все учились по его обучалкам, ну многие, по крайней мере. Но случилось, что случилось. Чуваки, приезжает в город, в Анталию, человек, который сделал революцию в пауэрмуве, и вы просто сидите у себя в ложманах и не приходите на этот фест. По итогу у нас на фесте в контесте Power Move было 2 участника. И это, наверное, самое удивительное событие, которое произошло здесь в течение всего 1,5 года, который я нахожусь в Анталии. 100%. 2 человека на Power Move Contest. Ну, окей, у нас был 3-дневный фестиваль, но по итогу на 2-й день пришло еще плюс 2, и у нас оказалось 4 участника в Power Move Contest, где судит Фунт. Мувщики. What's up? Итак, мы плавно подошли к концу сезона 2022. 2022 год закончился последним джемом на скейт-площадке, и, соответственно, у нас была миссия собрать всех тех, кто классно провели сезон. Последний раз в этом сезоне зажечь по полной. И на скейт-площадке мы собрались, сделали контесты, ну и, конечно же, нас разгнала полиция. Это все было, как всегда, эпично, но у нас была площадка номер 2, если это возле водопада. Все передвигались. Да, все оперативно переместились к водопаду, и там мы уже провели все полуфиналы, финалы и остальные автопати. Даже этот последний джем запомнился тем, что на джеме были даже кое-какие разборки, но это даже приукрасило общую картину джема. Итак, 22 год подошел к концу. Весной 23 года местные чуваки предложили нам объединиться. Так появился Antalya Street Gangs. В Antalya Street Gangs вошли мы с Алимом, B-Boy Фоги и Умут. Вчетвером мы организовали 2 однодневных феста. В целом было клево. Все проходило на площадке студии Groove в Шимол.
Это студия Умута. Получилось сделать два фестиваля, на котором мы, в принципе, собрали тоже большое количество людей. Это также были приезжие со всего мира, артисты. И атмосферка была на самом деле очень яркая. Я думаю, что у нас совместно получилось сделать то, что мы планировали. Вот. Поэтому такая коалиция, она Имеет место быть. имеет место быть, да, можно объединяться и создавать какие-то новые проекты. Вот. Левелок поднялся и, в принципе, все вышло. Не бойтесь и коммуницируйте с местными чуваками. Да, Это всегда какое-то новое видение, это всегда какие-то местные связи. да, опыт. И на самом деле у нас, как у приезжих, были те возможности, какие были, но опять же местные ребята, которые здесь уже знают, как кухня варится, и с ними намного легче организовывать что-то. Также у нас были приемы неожиданные в местном, как это сказать, спортивной ассоциации. Федерация спорта. Федерация спорта Турции. Это для нас было очень неожиданно попасть к людям, которые здесь создают что-то в спорте. И даже были, так скажем, намеки на то, что можно было бы провести фестиваль на большом стадионе. Но, к сожалению, это не случилось. Но кто знает, может быть и такое что-то произойдет впереди. Обязательно произойдет. Да. Но неожиданно все получилось. В целом все было нормально. Друзья, у нас напоследок новость. Новость заключается в том, что мы с этого года, 2023 года, уже не Antalya Street Jam, а Street Jam Community. В чем заключается основная идея данного проекта? В том, что мы все разъезжаемся по итогу окончания контрактов в Анталии, и у каждого начинается новый этап в жизни. Для того, чтобы Street Jam не загнулся и он продолжал существовать, жить, у нас есть команда ребят, которая нам помогала на протяжении всего времени. И каждый из этих людей будет устраивать в своей стране джемы, батлы, возможно, какие-то мастер-классы. И все это будет базироваться на наших страницах в Instagram и Telegram. Основная идея в том, что мы не заканчиваем этот проект, он будет дальше жить, но он, так скажем, приобретает уже масштабы немного больше. Поэтому следите все на наших страницах, всю информацию вы можете читать там. Вот. Ну и Шура сейчас скажет о основной нашей идее в целом. В целом основная идея создания Antalya Street Jam была в том, чтобы получать максимальное удовольствие от того, что мы делаем в хип-хоп культуре, и чтобы большее количество людей появлялось в хип-хоп культуре. И мы этой цели достигли. Очень много людей, которые приходили к нам на стрит-джемы в Анталии, бывали впервые на подобных мероприятиях и впервые видели батлы. И после сезона в 2022 году очень много людей писали письма о том, что это был незабываемый опыт, это было незабываемое лето и все в таком духе. Это очень приятно. И мы хотим, чтобы этих людей становилось больше и чтобы их становилось больше во всем мире, вне зависимости от того, где находимся мы. Совершенно верно. Что касается, просто добавлю, что касается проделанной работы нами, хотелось бы, чтобы те люди, которые, так скажем, были на наших джемах, чтобы они поняли, что это все делалось безвозмездно, это просто любовь к музыке, это просто любовь к танцу, любовь к свободе. Мы всем сердцем хотели, чтобы люди прочувствовали эту атмосферу свободы, которая витает и так в Анталии. Вот, но она еще была подкреплена нашими джемами, батлами, тусовками. Вот. Я думаю, что у нас все получилось, и
И у вас получится. Да, у вас тоже получится, если у вас есть какие-то идеи, начать какой-то новый проект, возможно. Мы очень рады новым людям всегда, и нам не хватает новых людей на самом деле, которые Идейные, у которых есть искра. которые могут что-то создавать, которые готовы взять на себя ответственность, это в первую очередь. А когда мы делали Street Jam, мы в первую очередь чувствовали ответственность за то, что мы делаем для людей. Это, наверное, самое главное, что чтобы сделать все круто, чтобы всем все понравилось. Мы очень надеемся, что это так и было. Вот. И последующие шаги, я думаю, что они будут сделаны в ближайшее время. Следите за нашими страницами, подписывайтесь, приглашайте друзей, пишите нам. Мы всегда открыты и рады новым людям. Анталия. Блять, а уже не Анталия. Street Jam Community. На этом, как говорится, наши полномочия все. Всем спасибо за просмотр. Надеемся, что вам не было скучно. В общем, пишите, и мы на связи всегда. Двигаемся дальше, дискотека наша продолжается. Будем рады всех. Street Jam Community. Street Jam Community. Let's go!